Добрый день, дорогие водолеи! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на эту осень 2024 года. Да, ребят, осень силы, и это сентябрь, октябрь, ноябрь и немножечко захвачу декабрь для того, чтобы до конца спланировать 2024. Ребят, все, кто смотрел сентябрьский гороскоп, прекрасно понимают, о чем у нас с вами история. Мы с вами находимся в коридоре затмения, который заканчивается, поэтому я про него не буду очень сильно рассказывать. Скажу лишь, что это маленькая репетиция для водолеев, вообще, в принципе, для нас, для всех, весенних событий 2025 года. Весенние события — это весенний коридор затмений с 14 по 29 марта 2025 года. И скажу, что очень сильно мы почувствуем все те эмоции. А сейчас лишь чуточка, я бы вот так сказала, репетиция тех самых эмоций, которые с нами будут весной. Кстати, если не смотрели гороскоп на 2025 для водолеев, в конце этого видео обязательно прикреплю. Посмотрите, спланируйте себе год для того, чтобы понимать, что же будет дальше, в какое будущее мы с вами идем. А сейчас лишь немножечко скажу про этот коридор затмений, что он, конечно же, такой эмоциональный. И я надеюсь, что выйдете вы из этого коридора затмения, который закончится 2 октября солнечным затмением в весах, совершенно, я бы так сказала, другим человеком. Конечно, с человеком вы будете таким же, но с другими смыслами, потому что коридор затмений — это то, как мы эмоционально реагируем на все то, что с нами происходит. Поэтому, ребят, скажу, что делайте выводы, понимайте, что это всего лишь наши эмоции, потому что коридор затмений — это всегда эмоциональные события, это всегда наши переживания, страхи в том числе, потому что этот коридор затмений был, я бы так сказала, в постоянном участии Лилит. И здесь, конечно же, понимаете, что коридор затмений — это всегда такая кармическая история, которая случалась с нами ранее, но мы почему-то ее игнорировали. И, как правило, в коридор затмений все эти эмоции выходят. Это вихрь событий, переживаний, на, казалось бы, такие обычные, обыденные вещи, но нам необходимо научиться с ними жить и с ними расти. Да, дорогие водолеи, у нас с вами 2 октября новолуние. Новолуние у нас в весах, и для водолеев это будет прекрасное новолуние, завершающее коридор затмений. Этот сложный эмоциональный коридор затмений, который не очень-то бы хотелось повторить в плане и финансовой стабильности, и в вопросах личной жизни, и в вопросах внутренних своих переживаний, страхов, я бы так сказала, да. И вот сейчас мы в новолуние, где у нас и южный кармический узел, и Луна, и Лилит, и Солнце, и Меркурий. Находится это все добро в весах, все в узком соединении. На водолеев как это влияет? Ну, водолеи первой декады вот этот шторм эмоций, конечно же, ощущают. Здесь еще и Плутон, слава богу, с сентября ушел в Козерог, да, и немножко не штормит. Чуточку полегче, ничего такого глобального, фатального и сложного не происходит. При этом Нептун водолеям первой декады все-таки дает такую внутреннюю мотивацию и ощущение, что все будет хорошо. Здесь же и Уран, который в Тельце, да, выглядывает, говорит нам, что, ну, ребят, ну давайте внедряем нечто новое. Ребят, по декадам. Первая декада водолеев — это те, кто родился в январе, январские водолеи. Вторая декада водолеев, кто родился с 1 по 10 февраля. И третья декада водолеев — это те, кто родился с 11 февраля и до знака зодиака Рыбы. Да, ребят, вот такая градация. Не надо мне говорить, что в каких-то источниках где-то там находится, что вот декада — это четко 10 дней. Ну, посмотрите вообще, сколько у нас попадает на период водолейского знака зодиака, и поэтому здесь четко не поделить.
Но январские водолеи, кто родился 31 января и кто родился 1 февраля, это уже совершенно разные люди. Да, и те, кто занимается астрологией много лет, знают, как это на самом деле работает. Здесь даже у правителей и мысли, и переживания вообще у людей все абсолютно разное. И кармические задачи, и жизнь в принципе. Поэтому, ребята, вот такая история по декадам. Возвращаясь к новолунию 2 октября, ребят, о чем здесь? Необходимо научиться договариваться. Водолеем первой декады. Для вас этот коридор затмений был сложный, но если вы в этот коридор затмений научились договариваться, тогда для вас эта история на весь октябрь актуальна. Да? Научились договариваться хорошо, тогда будут у вас нарабатываться только еще больше и лучше капитал связи. Да? То есть вы будете быстро разрешать спорные вопросы, будет вам при этом хорошо. Если же вы не научились, тогда октябрь с большой долей вероятности будет сложноватый. Захочется пылить, захочется агрессировать, захочется ругаться, и эта история продлится еще и на ноябрь, потому что у нас там все-таки Плутон, хоть он и вошел в Козерога, но он идет в ретроградном движении, и Плутон будет в Козероге до, я бы так сказала, 20 ноября. Он выйдет из Козерога и все больше никогда в нашей жизни не вернется в Козерог, то есть он закончит свое ретроградное движение 20 октября и будет еще месяц выходить из Козерога в директном положении и войдет уже в Водолей, и ближайшие 20 лет Плутон будет блуждать по знаку зодиака Водолей. Эта история мощная, глобальная. Если вы смотрели мое видео большое, то вы понимаете, о чем я говорю. Если нет, то вскользь расскажу, что это история про проявление своих личных, профессиональных, амбициозных таких качеств. Лидера, достигатора, деньгозарабатывания, построения бизнеса, либо же разрушение всего того старого, ну и не построите ничего нового. Не построит новое тот, кто просто побоится это сделать. Плутон очень сильная, мощная планета, которая дает вам все то, что вы хотите, но если вы откажетесь от своих страхов и комплексов. Поэтому здесь, конечно же, нужно разбираться, почему вы боитесь финансовой стабильности, уровня жизни, комфорта, достатка в том числе. Да? И эти истории-то очень сильно уже чувствуют водолеи первые декады. Ребят, и этот коридор затмений, и эта осень для вас, если подытожить, так грубо говоря, да, нам говорит о том, что надо начать действовать. Ребят, очень много планет, которые вам помогают, из коридора затмений будет все больше и больше силы, мощи как раз-таки идти и развиваться. Водолеи второй декады, как прочувствуют это новолуние 2 октября и вообще, в принципе, период после коридора затмения, этот момент, я бы сказала, достаточно активный и очень сильно связан с нашим подсознанием. Здесь Лилит будет идти как раз-таки по второй декаде весов. И скажу так, что если разобраться в своих страхах, в эмоциях, то получится очень хорошо пережить вот этот момент после коридора затмений. Да? При этом здесь Водолей второй декады. Будет очень много вопросиков в личной жизни, много претензий, захочется поругаться, захочется, я бы так сказала, вот эту историю с манипуляциями, с отношениями, с финансами, потому что Венера идет по Скорпиону, да, и в принципе в коридор затмения она уже зашла в Скорпион, да, и сейчас очень сильно в октябре идет по Скорпиону и делает квадрат к Водолеям второй декады. Поэтому здесь выяснение отношений, здесь скандалы, ссоры, либо же манипуляция, либо я устала, я ухожу, либо это очень классный аспект для деньгозарабатывания. Поэтому здесь, ребят, скажу, что при приложенных достаточно силах в работе будет очень хорошо. Момент временный, да, это именно неделька после коридора затмения, она будет такой достаточно эмоциональной. Что про Водолеев третьей декады, ребят, скажу, что здесь Уран выглядывает из Тельца.
и говорит: внедряйте нечто новое. Внедряйте нечто новое в жизнь, в развитие, в креатив, для того, чтобы продвигаться, для того, чтобы работать. Кому-то захочется поменять работу, кому-то захочется поменять компанию, окружение, друзей. Ребят, не обязательно все менять, уходить и говорить: я устал, я ухожу. Но вот такие смыслы придут в новолуние 2 октября. И вот этот весь период, неделька-две до, я бы так сказала, полнолуния, которое случится с нами 17 октября. Здесь, конечно же, водолеи 3-й декады, понимаете, что моменты это временные, но необходимо в этом разобраться. Уран идет в ретроградном движении с самого начала сентября и будет, ребята, до ваших дней рождений, водолеи 3-й декады, находиться в ретроградном движении. И эта история, конечно же, про то, что нужно со своим управителем дружить, а ваш управитель — это как раз-таки история про новшество, про внедрять нечто экстраординарное, необычное в свою жизнь, в работу. При этом, если внедрять это в работу получится хорошо, внедрять нечто новое в личную жизнь получится не так классно. Не так классно, потому что у нас с 9 по 20 октября как раз-таки получится этот аспект точный в полнолуние. Да? У нас здесь 2 таких очень классных события на небе, сложными они будут. Ну, по крайней мере, если внедрять нечто новое водолеем 3-й декады, то уж точно не в отношениях, потому что здесь у нас складываться начинает Венера, оппозиция с Ураном. Это такой достаточно очень мощный аспект, когда мы готовы порвать все свои связи, все свои отношения ради того, чтобы освободиться от всех тех правил, которые нас напрягают. Момент временный, закончится 20 октября. Придет потом и осознание того, что что-то было сделано не так. В этот же момент времени у нас на небе как раз-таки Меркурий в квадратуре с Плутоном начинает съезжаться. Идут они вместе с Венерой, с Ураном. Здесь, конечно же, еще и Марс у нас в квадратуре с Меркурием. Ребят, скажу, что на небе образовывается такая очень мощная история большой силы. Здесь захочется порвать отношения, сказать: я устал, я ухожу, как мне все это надоело, множество претензий, множество ссор, переживаний по поводу внутреннего бездействия. Так вот, если же вы водолей 1-й декады, понимаете, ребят, что при всей этой мощи, приложенном интеллекте, потому что Меркурий, Плутон в квадратуре — это всегда, когда нужно брать сложные знания и начать на них зарабатывать. Поэтому здесь водолеи 1-й декады, даже не говорите, что как-то все сложно, все как-то не так, как хотелось бы. Хотелось бы полегче. Ребят, поверьте, интеллекта у вас достаточно. Делайте. Водолеи 2-й декады. Ребята, я не скажу, что для вас этот момент будет очень такой сложный, переживательный, нет. Наоборот, здесь активно действуем, будет хорошо. Главное, еще раз скажу, не напирайте на отношения, не конфликтуйте, не ищите козла отпущения, не ругайтесь, потому что здесь, в принципе, Юпитер в ретроградном движении, который у нас скажу, с 10 октября, не надо вот эту вот историю усложнять. Наоборот, Юпитер будет давать оптимизм, что все хорошо, нужно начинать действовать активно, учиться, коммуницировать, продвигаться, внедрять все свои планы, которые вы хотели, связанные с интеллектом, с развитием. Это водолеи 2-й декады. Не нужно в отношениях здесь вот с помощью манипуляций ругаться. В отношениях получится плохо, в работе, в карьере получится хорошо. Водолеи 3-й декады, ребят, ну вообще нужно как бы действовать, потому что ругаться не надо. Получится очень легко, быстро выйти из отношений. У водолеев 3-й декады вообще разрыв связи, отношений в этот период. Я скажу, что октябрь такой будет для вас жарковатый с точки зрения отношений. При этом захочется точно так же быстро вспылить, потратить все деньги. Не стоит этого делать. Опасный период с точки зрения финансов для водолеев 3-й декады. С точки зрения отношений, выяснения их тоже. А вот с точки зрения деньгозарабатывания, работа, карьера, внедрение нечто нового получится очень хорошо. По крайней мере, вы все равно будете ощущать, как будто что-то резко случилось, куда-то делись клиенты, перестало работать как раньше.
начинайте делать нечто новое. Поверьте, интеллекта, мудрости у вас на это предостаточно. Здесь и Меркурий еще будет прекрасно из третьей декады весов делать классный трин Водолеем третьей декады. Поэтому, ребят, интеллект и коммуникация ваша все на этот, казалось бы, сложный период достаточно сложноватый. Да? У нас 17 октября полнолуние. Полнолуние у нас будет в Овне. Это агрессивное полнолуние, я бы это так сказала, потому что здесь не просто у нас полнолуние в Овне, здесь еще и Луна у нас будет в квадратуре с Марсом, да. И эта история такая очень напряженная, которая будет, я бы так сказала, штормить Водолеев первой декады. Немножечко, чуточку, с точки зрения просто, чтобы завести вас, дать такой стимул, толчок к действию, к развитию. Водолей третьей декады. Если же вы на этот момент времени захотите поругаться, испортить себе личную жизнь, получится тоже достаточно быстро, очень быстро, потому что Уран всегда, когда вы, ну, если вы очень четко, классно живете по Солнцу, то вы прекрасно понимаете, на что способен ваш управитель, как происходит очень быстро смена планов, смена партнеров, получится очень быстро. Не скажу, что счастье вам это добавит, потому что в ретроградном движении Уран быстро рушит отношения, но когда в конце января, в начале февраля 2025 Уран пойдет в директное положение, будет ощущение, что зря что-то я тогда вспылил, да, вспылила. Поэтому здесь постарайтесь удержать те отношения Водолеи третьей декады, финансы. Вообще я бы вам посоветовала не очень сильно тратиться этой осенью и зимой. Поэтому, а вот нечто новое внедрять, как-то вот себя по-новому ощущать в делах, в работе, в карьере, было бы вот очень даже хорошо. Тогда у вас все сложится прям, я скажу, что классно. Идем дальше, ребят. У нас после этого агрессивного полнолуния 17 октября период достаточно такой яркий. У нас на небе образовывается очень много, я бы так сказала, с 20 октября. Это Солнце в квадрате с Плутоном. И это Венера в квадрате с Сатурном. И уже эти аспекты будут действовать, я бы так сказала, забегать в новый лунный цикл, потому что новолуние у нас там будет дальше в Скорпионе. 1 ноября у нас новолуние, ребята, в Скорпионе. Достаточно мощное новолуние, на которое сложится очень множество таких эмоциональных событий. У нас здесь к этому новолунию складывается как раз точная оппозиция Марса, Плутона. Это про финансы, про достижение цели, про бизнес, про деньгозарабатывание, когда мы поднимаемся из того обыденного уровня жизни и становимся на ступень выше в своих же глазах, в глазах общества в том числе. Здесь же у нас еще Меркурий в оппозиции с Ураном. Это две интеллектуальные планеты. Уран ваш управитель. Поэтому здесь, дорогие мои любимые водолеи, нельзя сидеть на месте. От слова совсем нельзя. Нужно внедрять больше знаний, интеллекта, действий, проектов, активности и коммуникации. Особенно очень сильно почувствуют это, я бы так сказала, новолуние, которое будет у нас 1 ноября, Водолей первой декады и Водолей третьей декады. Водолей первой декады, здесь, конечно, будет желание активно начать бизнес, продвигаться, действовать, и это будет очень хорошо. И если вы не начнете этого делать, просто Марс будет давать очень много агрессивной энергии. Вот такой уж он. Он из рака выглядывает, и эта история, когда если мы не идем в свое развитие, мы начинаем ругаться с близкими. Не ругайтесь с близкими, не ругайтесь с домашними, начинайте активно вести бизнес. Потому что у нас все-таки в начале ноября Марс меняет знак, и он переходит из таких думающих пассивных раков, переходит во Льва. А это активность, амбиции, действие, гордость, продвижение. Начинайте активно себя продвигать с самого начала ноября. С 4 ноября Марс переходит во Льва. И скажу вам, всего на месяц он будет
во Льве, и с 7 декабря у нас Марс уходит в ретроградное движение почти на 3 месяца. Да, дорогие водолеи, свой день рождения вы встретите с ретроградным Марсом, но который будет уже опять в Раке. Поэтому здесь скажу, что у вас ноябрь будет очень активный. У водолеев первой декады это 100%, если вы начнете с этим действовать, расти, если вы начнете активно продвигаться. Даже скажу, что водолеи третьей декады очень сильно, мощно почувствуете вот эту вот такую гордость, амбиции. Действуйте, ребят. Здесь и Уран вам будет, в принципе, помогать. Да, выводить вот вас из такой колеи, но, ребята, а что делать? Надо начинать жить по-новому, внедрять нечто новое. Но вот если вы не хотите идти в это, то будет даваться сложно. Легко будет даваться тем, кто готов идти в новое. Это водолеи третьей декады, вам сейчас говорю. Но вот эти эмоции, которые сейчас есть и будут в ноябре на новолуние, эти эмоции продлятся первое полугодие 2025 года. 7 июля у нас Уран меняет знак и переходит из Тельцов в Близнецы. Здесь эмоции, энергии будут уже немножко, очень даже сильно другие, да? Поэтому скажу вам, действуйте сейчас. Что касается водолеев второй декады, ребят, скажу, что небольшое такое легкое затишье, удача, счастье, фарт и радость, в принципе, вы заслужили. Здесь у нас ретроградный Юпитер, но при этом дает полный оптимизм, работу над ошибками, над своими какими-то проектами, интеллектуальными знаниями. Если вам захотелось куда-то поехать, езжайте. Если вам захотелось с любимыми встретиться, сходить на свидание, тоже хорошо, прекрасный период. Я скажу, что и новолуние, который сложится 1 ноября, и вообще, в принципе, этот лунный цикл ноябрьский будет очень даже для вас хороший. Поэтому здесь водолеи второй декады, любовь, обнимашки, нечто нацеленное на будущее, оптимизм у вас будут складываться хорошо, поездки и путешествия, в том числе овладение новых знаний, знаний сложных в том числе, или хорошо забытых старых в том числе. Поэтому не сидите на месте, внедряйте как можно больше, стройте план на будущее. Это водолеи второй декады, я еще продолжаю. И будет у вас все хорошо. Главное, ребята, не останавливаться и словить вот эту волну удачного Юпитера, который мы все так с вами любим и идем. 15 ноября у нас полнолуние у нас в Тельце, Луна в соединении с Ураном. Прекрасно повлияет это полнолуние на водолеев первой декады. Много сил, желания, осознания, новшества, захочется что-то внедрить, как-то себя проявить. Прекрасное для этого время. Для водолеев второй декады все то, что говорила, прекрасный лунный цикл для вас будет складываться, ноябрьский. Действуйте, внедряйтесь, проявляйтесь, включайте как можно больше интеллекта, коммуникации, потому что здесь еще и Меркурий, который идет по Стрельцу, будет давать вам такую яркую, мощную энергию. При этом, несмотря на то, что Меркурий в оппозиции с Юпитером, на водолеев второй декады это будет очень хорошо влиять. То есть внутренние противоречия будут вас наоборот толкать к развитию. Это очень даже хороший такой аспект, который я скажу, что, ребят, даже у нас в конце месяца с 26 ноября будет ретроградный Меркурий, но на водолеев второй декады это будет очень даже классный период развития. Поэтому, ребят, постарайтесь, конечно, как можно больше сделать до этого момента. Что касается водолеев третьей декады, ребят, надо делать. Надо делать, внедрять новое. Для вас это полнолуние будет таким толчком очередным, что что-то я не делаю, что что-то я стою на месте. И я надеюсь, что не будет никаких сложных таких историй, которые вы сами себе придумаете в резких,
в порывах, потому что, как правило, в полнолуние всегда принимаются какие-то такие решения, начинается очень быстро внедрять, но они будут сложноватые на практике, то есть теория с практикой не будет стыковаться. Поэтому постарайтесь это очень хорошо обдумать и посмотреть, как это повлияет на ваше будущее. Здесь очень важно посмотреть именно, как это повлияет на будущее Водолея третьей декады, потому что здесь, да, у нас полнолуние в Тельце, в стабильном знаке, но Луна при этом в соединении с Юпитером. И если делать неординарные резкие движения сомнительного характера, то можно попасть не в ту компанию, выйти из отношений, разрушить свою комфортную жизнь, к которой вы уже пришли, которая уже устоялась, но вот вам захотелось нечто новое сейчас взять вот и все вот настолько изменить, да? Поэтому здесь постарайтесь быть более аккуратными. Да, ребят, уже забегала вперед и говорю, что у нас с 26 ноября ретроградный Меркурий, да, который будет в Стрельце. Скажу, что ретроградный Меркурий с 26 ноября у нас будет по 15 декабря. Этот период полностью будет в Стрельце, Меркурий не будет в другой знак перекатываться. Как будет влиять этот период времени вообще, в принципе, на Водолеев? Да, ребят, скажу вам, что хорошо. Скажу, что хорошо. За неделю до ретроградного Меркурия у нас Плутон поменяет знак и войдет уже в знак зодиака Водолей. Водолеи первой декады будут явно очень сильно, мощно активны и амбициозны. Вас уже будет распирать что-то делать, строить бизнес, проявляться активно. Я скажу, что в период этого ретроградного Меркурия это делать можно. Здесь главное выстроить себе такой большой, четкий, мощный глобальный план развития. Что касается Водолеев второй декады, для вас этот ретроградный Меркурий не сложится, не будет таким сложным. Понимаете, что да, люди могут тупить, зависать, делать ошибки, но в принципе для вас это будет складываться период очень даже хорошо. Внедряйте здесь свои ожидания, все, что вы хотели сделать, обязательно. Период ретроградного Меркурия в Стрельце, чем он важен? Что если у вас нет плана на жизнь, на свое будущее, это будет сложный период. Если же у вас есть план к действию, этот период получится очень даже продуктивный, потому что Меркурий в Стрельце, он, я бы сказала, один из гениальных. Гениальный только Меркурий в Водолее. То есть, если у вас в вашей натальной карте Меркурий в Водолее, то вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. То есть, у вас в голове очень быстро, классно соединяются сложные конструкции, вы можете в них разбираться. А Меркурий в Стрельце может еще это под классным соусом людям выдать, да, поэтому здесь, конечно, прекрасное время для ораторской деятельности, прекрасное время для той публичной деятельности и интеллектуальной в том числе, если раньше не получалось. Поэтому я не скажу, что для вас этот период будет каким-то очень сложным. Сам вообще очень классный будет этот период для Водолеев третьей декады с точки зрения, ребят, с точки зрения как раз-таки сам ретро-мерк будет влиять даже в сложных ситуациях, в которые вы не смогли этой осенью разобраться, там внедрить нечто новое, как-то себя проявить, здесь у вас получится договориться. Поэтому главное идти в коммуникацию и договариваться. И тогда этот ретро-мерк на вас повлияет очень даже хорошо. Этот период будут попадаться те самые люди, которые будут вас соединять вот с вашим будущим. И это такой момент, который, ребят, нужно не упустить, нужно его не бояться и не вздыхать и говорить: о, опять у нас ретроградный Меркурий. Скажу, что с ретроградным Ураном сложнее договориться, чем с ретроградным Меркурием. Поэтому здесь постарайтесь внедрять нечто новое, идти в развитие, но при этом вашим главным козырем здесь будет как раз-таки ретро-мерк. Это та самая коммуникация, которая раньше не получалась. Поэтому для водолеев всех декад я скажу, что этот период ретроградного Меркурия будет по-своему хороший, потому что кому-то здесь будет активно помогать Марс-Плутон в оппозиции, кому-то здесь будет очень классно помогать сам ретроградный Меркурий, кого-то будет выводить из состояния прошлого и застарелого, это как раз-таки Уран. Ну, Юпитер будет прекрасно давать чувство юмора и оптимизм Водолеям второй декады. Ребят, действуйте, коммуницируйте, ну, проявляйтесь. Но нужно ловить свою удачу и быть с ней, вот я бы так сказала, в одной хватке. Да, поэтому, да, ретроградный Меркурий для всех Водолеев будет очень хорошим моментом.
Идем дальше. У нас начало декабря, 1 декабря у нас новолуние в Стрельце. Что хорошего нужно сделать в это новолуние? Да, ребят, забегаю вперед, расскажу еще и про декабрь, для того, чтобы вы смогли этот год спланировать, и он у вас получился очень даже классным, да. Но чуточку все-таки, да, потому что у нас все события бегут одно к другому, и здесь все-таки новолуние в Стрельце 1 декабря хорошо сложится вообще в принципе на водолеев, потому что все, что происходит в Стрельце, складывается очень классно на водолеев. На водолеев 1-2 декады будут очень хорошие, большие, глобальные, мощные смыслы и осознания. Ребята, делайте, действуйте, и я только очень за. Водолей 3 декады в этот момент будете чувствовать, и я бы так сказала, некое напряжение, некоторые чувства несостоятельности, как будто не получается внедрить все то, что вам хотелось. Ребят, момент временный, просто понимайте, что если у вас чего-то в жизни нет, к этому моменту не получилось, значит, вы недостаточно приложили усилий. Я знаю, мне сейчас скажут, да мы водолеи всю жизнь постоянно пашем, мы водолеи постоянно что-то делаем. Ребят, я знаю, вы трудяги. Это, мне кажется, тот знак зодиака, который может просто все. Потому что водолей в своей жизни попробовал просто все. Спроси, что не умеет делать водолей, мне кажется, такого не найдется водолея, который мне скажет, я не могу делать это, потому что они попробовали все. Да? Это как раз из той шутки, подковать жеребца, сходить на собеседование, построить бизнес, разрушить бизнес, все что угодно, личную жизнь, все умеет делать водолей. Да, ребят, но водолеем 3 декады будет немножко сложновато именно в это новолуние и в этом декабре. Не скажу, что как-то вот фатально сложно, нет. Еще раз, про одно и то же 20 раз Уран идет в ретроградном движении, и чем ближе он идет к вашим дням рождения, тем сильнее будет ощущение того, что как-то вот не получается у меня, я все делаю и не получается. Ребят, не потому что вы человек плохой, нет. Просто потому что нужно больше времени и усилий, другого подхода, применить все свои знания и интеллект. Поэтому вот такое ощущение, я бы так сказала, будет у водолеев 3 декады. Но нужно, ребят, составить план, подкорректировать и идти в свое будущее. Сложнее всего тем водолеям будет, у кого нет плана. Потому что новолуние, оно такое стрельцовское, оно именно с планом на будущее. Нужно делать. Ну и следующее событие на небе, которое нас всех с вами ждет, это 7 декабря, уходит на почти 3 месяца в ретроградное движение Марс, который сейчас еще находится, я бы так сказала, во Льве, и с начала 2025 он у нас перейдет в Рака и на 2 месяца зависнет в Раке. Кому классен этот период? Кому он просто огонь, да? Ну, водолеем 1 декады, здесь ретроградный Марс начнет немножко ослабевать вот свои вот агрессивные истории, потому что на момент ретроградного Марса он будет в оппозиции с Плутоном в соединении с Венерой. Это история про финансы, про бизнес, про то, что я мало зарабатываю, очень сильно ощутят водолеи 1 декады. Кто-то мне, я знаю, даже напишет, это ужасный период, вообще меня колбасит и штормит. Колбасит и штормит, потому что не идете туда, куда хотите. Боитесь, стесняетесь, переживаете о том, что не получится, переживаете о том, что не получится, как вы себе намечтали, думали, что будет легче, получается сложнее, нужно прикладывать больше сил. Да, ребята, это про это водолеи 1 декады, нужно приложить свой максимум. Водолеи 2 декады на этот момент будете активно бороться со своими страхами, переживаниями, фобиями, амбициями с точки зрения коммуникации. Не получается договориться, не получается как хочется, но при этом Юпитер будет давать долю оптимизма. Лилит будет давать вам все те плюшки интуитивные, если вы будете бороться со своими страхами, переживаниями. Чем больше будете с этим бороться, тем больше интуиция вам будет подсказывать, куда нужно идти. Водолеи 3 декады. Здесь, конечно, ребят, скажу, что ничего нового не скажу. Внедряйте нечто новое, потому что по-старому будет все сложнее и сложнее активно действовать. И для того, чтобы не зависнуть этой зимой в своих переживаниях, ссорах с близкими, да, водолеи 3 декады, постарайтесь внедрить нечто новое в свою жизнь для того, чтобы она у вас стала той, какой вы хотите.
Вот такая история, дорогие друзья, у нас на эту осень. Это осень силы. Скажу, что очень много аспектов. Давно не было таких мощных аспектов, в принципе, на осень. И они все складываются один за другим, цепляются один за другим. И необходимо водолеям, конечно же, в эту осень очень сильно разобраться в своих страхах, переживаниях, пересмотреть взгляды и цели на жизнь, на свое будущее, потому что, я знаю, хочется пойти по очень легкому сценарию, ребят, но нет, жизнь требует от вас идти своим сценарием. И скажу, что с того момента, как 20 ноября Плутон уже основательно войдет в знак зодиака Водолей на ближайшие 20 лет, скажу, что от вас жизнь просит, от всех водолейчиков, вот идти вперед, идти в свое будущее, идти в развитие, становиться сильнее, закалять свой характер, понимать, какой уровень жизни вы хотите, какие отношения вы хотите, потому что Плутон это еще и про отношения. Это и про связи, и про деньги, и про секс, и про свое ментальное и физическое здоровье. Это очень мощная планета, которая дает либо плюшки, если вы идете вот в это вот все, строите себя, создаете себя как знак зодиака Водолей, либо же разрушает все старое в вашей жизни, что не дает работать, что не дает развиваться вам. Это работа, это отношения, это здоровье, потому что здоровье начинает портиться в тот момент, когда мы понимаем, что мы живем вообще не той жизнью. Когда мы понимаем, что мы не на той работе, что у нас не те отношения, что у нас не тот уровень достатка, который бы нам хотелось, да, что мы вообще не на своем месте. И тогда проходящий Плутон по знаку зодиака Водолея, конечно же, этот период растянется на 20 лет. И здесь история либо больших ваших личных достижений, либо же это история такой сложных, утяжеленных, таких выживаний, можно это так сказать. Не все за один день, еще раз говорю, это диапазон 20 лет, но не хотелось бы выживать, потому что здесь-то аспект соединения к Солнцу, когда вы можете из невозможного сделать возможное. И это реально те самые возможности. Нужно только приложить силу, мудрость и смекалку. А с июля 2025 года у нас еще и Уран меняет знак, и на ближайшие 7 лет он будет активным, в 7-9 лет, потому что он еще будет вот так петлять, обратно возвращаться, да, эта история того как раз таки, что еще и Уран будет очень классно вам помогать, дорогие водолеи, строить новое, создавать себя, менять окружение, пространство, свою жизнь, согласно вообще вашим энергиям, вашим эмоциям. Поэтому, дорогие мои любимые водолеи, скажу, что это осень силы для вас такой плацдарм для действий. Мощно, активный, яркий, интересный. Главное не бояться своих страхов, потому что есть история, что страхи не дают идти вперед, но даже история со страхами, даже Лилит здесь будет всем водолейчикам помогать и говорить: ребята, делаем. Делаем, и будет хорошо. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам активной, яркой осени и зимы в том числе. Но про зиму я еще расскажу позже. И увидимся с вами в следующем видео. В конце ролика по классике актуальные видео, если вы не смотрели, годовой прогноз, и ролики постоянно буду дополнять. Поэтому смотрите, принимайте верное решение. Если у вас остались вопросы, жду либо на консультации, либо оставляйте их под этим видео. Своя дата, время, место рождения и ваш вопрос, чтобы я вашу натальную карту ответила, открыла и вам по вашей натальной карте ответила. Потому что общий гороскоп, ребят, я вот сейчас рассказала, это общий гороскоп, разбитый по декадам. Индивидуально рассказываю только по вашим натальным картам. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели до конца. Желаю вам сильной осени. Действуйте. Это главный наш стимул к развитию. И только действия нас отделяют от нашего будущего и прошлого. Если мы бездействуем, мы остаемся в прошлом. А если мы прикладываем множество усилий, то мы плавно идем в будущее. Ребят, желаю всего доброго и увидимся. Пока-пока.